Давайте почитаем Александра Островского и его «Бесприданницу». Чтобы в полной мере передать психологическую глубину и атмосферу этой истории, я пошла на творческий эксперимент и превратила знаменитую пьесу в повесть. Такой формат позволил мне не просто пересказать сюжет, но и детально проиллюстрировать каждый взгляд и жест героев, делая классику по-настоящему живой и осязаемой. Итак, давайте же скорее прикоснемся к атмосфере первой главы. Глава 1. Бриллиант в дешевой оправе. Над Волгой стояла звенящая тишина. На площадке перед кофейней, выходящей прямо на высокий берег, было безлюдно. Иван лениво переставлял стулья, наводя порядок, а содержатель заведения Гаврила застыл в дверях, вглядываясь в пустой бульвар. Он кивнул в сторону одинокой фигуры, медленно двигавшейся вдоль парапета. «Сейчас только чистая публика гуляет. Вон, Моки Парменыч Кнуров себя проминает». Иван с любопытством посмотрел на богача. Кнуров каждое утро мерил бульвар шагами, тяжеловесно и уверенно молча. «И чего он все время молчит, Гаврила?» – шепотом спросил парень. «А о чем ему разговаривать, если у него миллионы?» – усмехнулся хозяин кофейни. «В нашем городе ему и собеседников-то нет, разве человека 2-3. За разговорами он в Москву ездит или за границу, там ему просторнее». Кнуров, не глядя на поклоны слуг, тяжело опустился за столик. Из кармана дорогого сюртука он достал свежую французскую газету и сразу погрузился в чтение. Тишину нарушили быстрые шаги. Со стороны спуска к пристани поднялся Василий Данилович Выживатов. Молодой, подвижный, с живым блеском в глазах. Он был из тех новых купцов, что еще не набрались солидной спеси и не превратились в немых идолов, как Кнуров. «А, Моки Парменыч, имею честь кланяться». Выживатов почтительно склонил голову. Кнуров оторвался от газеты и молча подал руку. «С пристани я», – сообщил Василий Данилович, присаживаясь рядом. «Ждал Сергея Сергеевича Паратова. Телеграмму от него получил. Пароход у него покупаю. Ласточку». «Да вот обманул, не приехал с рейсовым». Гаврила, стоявший неподалеку, вставил свое слово. «Так они, может, на своем приедут? На ласточке-то. Резвый пароход, сильный». «Василий Данилович, да вон же, бежит сверху. Похоже, ласточка и есть, кожухи-то у нее приметные». Вдруг встрепенулся Иван, зорко следивший за рекой. Все невольно посмотрели на Волгу. Далеко из-за зеленого острова показался дымок. Пароход шел необычайно быстро, буквально выстилая воду за собой. Было сразу видно, едет хозяин, не жалея ни угля, ни машин. «Скажешь, как приставать станут», – распорядился Выживатов. «Однако из пушки палить будут». «Обязательно», – подтвердил Гаврила. «У Сергея Сергеевича на барже всегда пушка наготове. Да и коляска с цыганами уже на берегу ждет, вся в серебре, с 4 лошадьми». Кнуров едва заметно улыбнулся, не отрываясь от газеты. «С шиком живет Паратов». «Шику довольно», – согласился Выживатов. «Да вот пароход продает. Знать выгоды не находит. Не барское это дело, делами заниматься». Молодой купец обернулся к хозяину заведения. «Гаврила, а дай-ка нам чайку моего. Понимаешь? Моего». Через минуту на столе появились 2 фарфоровых чайника. Внутри, вопреки правилам приличия, плескалось ледяное шампанское. Единственное средство, по мнению Выживатого, способное вылечить утреннюю простуду и не вызвать лишних вопросов у проходящей мимо порядочной публики.
Василий Данилович бережно приподнял пузатый фарфоровый чайник и плеснул в стаканы искрящееся холодное вино. «Слышали новость, Моки Парменыч?» – вполголоса спросил он, не поднимая глаз. «Лариса Дмитриевна замуж выходит». Кнуров, до того момента оказавшийся частью тяжелой дубовой мебели, замер. Газета в его руках дрогнула. «Как замуж? Что вы? За кого?» «За Карандышева». Моки Парменыч издал короткий сухой смешок, больше похожий на кашель. «Что за вздор? Ну что такое Карандышев? Не пара он ей, Василий Данилович, совсем не пара». Выживатов философски развел руками. «Какая уж тут пара? Да где же их взять, женихов-то? Ведь она бесприданница. Это прежде на всех хватало, а нынче время другое. Сколько приданого, столько и мужей. Лишних нет». «Да, у Гудаловых всегда полон дом холостых был», задумчиво произнес Кнуров, глядя куда-то сквозь газету. «Ездить-то к ним все ездят. Барышня хорошенькая, поет, играет, обращение свободное. Но жениться нынче надо подумавши». Василий Данилович кивнул, прихлебывая чай из блюдечка. Он вспомнил старших сестер Ларисы. Одну увез кавказский князь, который 2 недели простоял возле нее, сверкая глазами и держась за кинжал, а потом, говорят, зарезал от ревности по дороге к себе в горы. Другая вышла за иностранца, оказавшегося простым шулером. Семья Агудаловых жила на широкую ногу, но эта роскошь была лишь витриной. «Средства у Хариды Игнатьевны крошечные», – продолжал Выживатов. «На такую жизнь и подавно не хватает». Кнуров тонко улыбнулся. «Ну, думаю, и вам посещение этого дома недешево обходится». «За удовольствие надо платить, Моки Парменыч, а бывать у них большое удовольствие. Жаль только, в доме у них вечно на базар похоже. Один лезет с нежностями, другой с комплиментами, жужжат, как мухи. Приятно было бы с Ларисой Дмитриевной одной почаще видеться, без этой помехи». «Так жениться надо?» – подмигнул Выживатов. «Жениться?» – Кнуров возмутился. «Не всякому можно. Я вот, например, человек несвободный. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку». Они замолчали, каждый о своем. Выживатов уверял, что он простоват для любви, что воспитание у него патриархальное. Хотя Кнуров лишь скептически качал головой. Он видел, как молодой купец развращает Ларису, потихоньку наливая ей шампанское и привозя романы, которые приличным девушкам читать не положено. «И все же», – прервал тишину Кнуров, – «неужели не нашлось никого, кроме этого Карандышева?» «Были. Да Лариса Дмитриевна хитрости не имеет. В матушку не пошла. Что на душе, то и на языке. В прошлом году Паратов появился, так она наглядеться на него не могла. Месяц проездил, всех женихов отбил и исчез. Она чуть не умерла с горя, догонять его бросилась мать, со 2-й станции воротила. А потом пошли старики с подагрой да пьяный управляющий. Лариса наотрез заявила: «Довольно с нас стыда. Пойду за первого, кто посватается». Тут Карандышев и подвернулся. Кнуров тяжело вздохнул. В его взгляде на мгновение промелькнуло что-то похожее на искреннюю печаль. Жаль ее, бедную Ларису Дмитриевну, жаль. Эта женщина создана для роскоши.
Дорогой бриллиант требует дорогой оправы и хорошего ювелира. В нищенской обстановке, да за дураком мужем она или погибнет, или опошлится. «А я думаю, бросит она его скоро», – шепнул Выживатов. «Оправится от удара, поглядит на него получше. А, вот и они, легки на помине». По аллее, залитые неярким утренним солнцем, медленно приближались трое. Карандышев шел неестественно прямо, выставив локоть, за который держалась Лариса. Следом, едва поспевая за ними и на ходу поправляя кружевной зонтик, семенила Харита Игнатьевна. Кнуров мгновенно спрятался за французскую газету, а Выживатов, нацепив на лицо самую любезную улыбку, поднялся навстречу гостям. Харита Игнатьевна подошла к столику с той легкой порхающей грацией, которая обычно предвещала либо светскую сплетню, либо просьбу о деньгах. Карандышев, как привязанный, следовал за ней тенью. Лариса же осталась в глубине площадки. Она присела на скамью у самой чугунной решетки и, достав бинокль, прильнула к нему. «Здравствуйте, господа!» Агудалова лучезарно улыбнулась. Выживатов вскочил, рассыпаясь в любезностях, и пододвинул стул. Кнуров даже не приподнялся. Он молча протянул Харите Игнатьевне руку, едва заметно кивнул Карандышеву и тут же, как щитом, закрылся своей газетой. «Чайку не прикажете ли?» – предложил Василий Данилович. «Пожалуй, выпью чашку», – согласилась мать. Карандышев уселся поодаль, брезгливо поглядывая на стол. «Удивляюсь я вам», – процедил он, – «что за странная фантазия пить чай в полдень? В это время полагается рюмочка водки, котлетка и бокал хорошего вина. Я всегда так завтракаю». Выживатов притворно вздохнул, подмигивая Ивану. «Вот жизнь, Харита Игнатьевна! Позавидуешь Юлию Капитоновичу. Водочки до венца нам-то грешным нельзя. Дела велики, разум потерять боимся. А Юлию Капитоновичу все можно. Капиталов у него нет, пропивать нечего». Он налил Харите Игнатьевне чаю из заветного чайника. Та отхлебнула и слегка поморщилась. «Вася, ты мне слишком крепко налил». «Ничего, на воздухе полезно», – успокоил ее Выживатов, пряча усмешку. Карандышев, стараясь перехватить внимание, подозвал слугу. «Ты, братец, приходи ко мне сегодня за обедом служить. Да оденься почище». «Известное дело, во фрак оболочимся», – ответил Иван с едва скрываемой иронией. «Не стесняйтесь, фрак не обязателен, хотя дамы будут. Надеюсь, вы не уроните себя в приличном обществе». «Василий Данилович, и вы приезжайте», – продолжал Карандышев тоном вельможи. Затем он набрался смелости и подошел к Кнурову. «Мокий Парменович, не угодно ли вам отобедать у меня сегодня?» Кнуров опустил газету и посмотрел на него так, словно увидел на скатерти насекомое. «У вас?» – коротко переспросил он. Харита Игнатьевна поспешила на помощь будущему зятю. «Мокий Парменович, считайте, что это у нас. Обед для Ларисы». «Раз для Ларисы Дмитриевны, приду», – отрезал Кнуров и снова исчез за газетой. Карандышев, раздуваясь от гордости, отошел к Выживатову. Ему хотелось говорить и утверждать свое новое положение. «Я желаю, чтобы Ларису Дмитриевну отныне окружали только избранные люди. Я вообще всегда был выше предрассудков». «Стало быть, и я теперь в избранных», – хохотнул Выживатов. «Благодарю, не ожидал».
Гаврила, сколько с меня за чай? 13 рублей, не моргнув глазом, ответил хозяин заведения. Карандышев чуть не подпрыгнул на месте. 13 рублей за чай? Это грабеж, я не понимаю. Кому дорого, а кому нет, спокойно ответил Гаврила. Вы такого чая сроду не кушали. Перестаньте вы, Юлий Капитоныч, шикнула на него Агудалова. Не вмешивайтесь не в свое дело. В этот момент Иван, смотревший с обрыва, радостно крикнул: Василий Данилович, ласточка подходит! Выживатов и Кнуров мгновенно оживились. Для них этот пароход был не просто машиной, а символом настоящей жизни, больших денег и того самого шика, которого так не хватало в скучном обществе Карандышева. «Пойдемте, Мокий Парменыч, с горы посмотрим», – предложил Выживатов. «Любопытно», – кивнул Кнуров, поднимаясь. Агудалова, воспользовавшись моментом, перехватила Кнурова у самого выхода. Мокий Парменыч, свадьба – это хлопоты, расходы такие, что и не ждали. А завтра у Ларисы день рождения. Подарить бы что-нибудь». «Хорошо, я заеду», – коротко бросил богач, понимая правила игры. Лариса оторвалась от бинокля лишь на мгновение, чтобы кивнуть уходящим. «До свидания, Вася». Она снова осталась наедине со своим женихом, который все еще продолжал что-то выговаривать Гавриле по поводу цен на чай. «Я сейчас все за Волгу глядела», – тихо, словно самой себе проговорила она. «Как там хорошо на той стороне. Юлий Капитоныч, поедемте скорее в деревню. Меня так и манит туда, в леса. Уедемте отсюда. Прошу вас». Карандышев вместо того, чтобы подойти и обнять ее, остался стоять на месте, заложив руки за спину. Его лицо исказило тень подозрительности. «Вы за Волгу смотрели? А о чем это вы с Выживатовым шептались?» Лариса вздрогнула от такого резкого прокурорского тона. «Ни о чем, так, пустяки». «Однако это странно», – не унимался жених. «Вы называете его Васей? Что за фамильярность с молодым человеком? Вам пора бросать эти старые привычки. Нельзя терпеть того, что у вас до сих пор в доме было». Лариса медленно обернулась. В ее глазах вспыхнула обида. «У нас ничего дурного не было», – отчеканила она. «Был цыганский табор», – зло бросил Карандышев. Это слово ударило ее сильнее хлыста. Лариса отвернулась к решетке. Плечи ее задрожали, и она потянулась за платком, чтобы утереть невольные слезы. «Что ж, может быть и табор», – глухо отозвалась она через плечо. «Но в нем, по крайней мере, было весело. А вы? Сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора? Зачем вы постоянно попрекаете меня прошлым? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Маменька приказывала, я подчинялась. Если бы я не искала тишины, если бы не хотела бежать от людей, разве пошла бы я за вас?» Она повернулась к нему, и в ее голосе зазвучала отчаянная мольба. «Не приписывайте мой выбор своим достоинствам, Юлий Капитоныч. Я их еще не вижу. Я только хочу, очень хочу полюбить вас. Моя будущая жизнь не кажется мне раем. Я стою на распутье. Поддержите меня. Отнеситесь ко мне нежно, с лаской. Ловите эти минуты. Не пропустите их». Карандышев смутился, забормотал извинения, оправдываясь тем, что сказал это просто так, не подумавши.
но его задетое самолюбие требовало жертв. Он не мог простить Ларисе ее прошлого восхищения другими. «И кто же были те благородные люди в вашем таборе?» – съязвил он. «Уж не Сергей Сергеевич ли Паратов?» Лариса мгновенно переменилась в лице. «Прошу вас, не говорите о нем. Вы его не знаете, и не вам о нем судить». «Отчего же? Об людях судят по поступкам. Разве он хорошо поступил с вами?» «Это мое дело», – отрезала Лариса. «Если я сама не смею его осуждать, то и вам не позволю». «Ну чем же я хуже Паратова?» – выкрикнул Карандышев, теряя остатки самообладания. Лариса посмотрела на него с искренним состраданием, как смотрят на безумца. «С кем вы равняетесь? Сергей Сергеевич – это идеал мужчины. Вы хороший, честный человек, но рядом с ним вы теряете все». Она рассказала ему о случае с офицером, о том, как Паратов, не дрогнув ни единым мускулом, стрелял в монету, которую она держала в руке. Рассказала о его смелости, о его щедрости к бедным. Для нее он был стихией, божеством. «Успокойтесь», – добавила она, видя, как бледнеет от ревности Карандышев. «Его здесь нет. А если и явится, поздно. Мы никогда не увидимся». В этот момент воздух над Волгой расколол мощный пушечный выстрел. Лариса вскрикнула, хватаясь за сердце. «Что это?» «Какой-нибудь купец-самодур слезает с баржи», – пренебрежительно отозвался Карандышев. «Чего вы испугались?» «У меня нервы расстроены». Лариса подошла к самой решетке и заглянула вниз, в бездну, где о камни разбивались волжские волны. Голова кружится. «Пойдемте домой, пора». Карандышев взял ее за руку и повел прочь с площадки. А на пристани в это время уже вовсю кипела жизнь. Ласточка пришвартовалась.